Всех приветствую, ребят. Давайте звук проверим, все ли нормально со звуком. Если со звуком все нормально, то можем потихонечку начинать. Напишите в чате где-нибудь, что звук нормально работает. О, отлично. Ну что, всех приветствую на канале IndexRate. Наконец-то мы проведем долгожданный стрим, посмотрим, что происходит на рынке. У нас сегодня в гостях, уже можно сказать, традиционно будет МС. Сможем позадавать ему вопросы о перспективных альткоинах, посмотрим потенциал развития дальнейшего движения на рынке биткоина и, наверное, поотвечаем на ваши вопросы из чата, поэтому заранее их подготовьте, чтобы они у вас были, и мы могли все это сделать. Надеюсь, что все пройдет в позитивном ключе. Вот, давайте начинать. Сейчас я подключу все, что нужно для этого. Так, и включу, наверное, сразу, чтобы у нас был доступ. Секундочку. Так, к зуму и, наверное, раздам зум. Так будет легче. И МСу будет видно, и нам всем будет видно. Ну что, биткоин достиг отметки в 111 888 долларов по данным биржи Bitstamp. На Binance было 880 просто. Такая очень интересная цифра. Помните, на одном из стримов я говорил, что 109, вот эта вот последняя отметка, которая у нас была, по-моему, 109 356. Мне это значение не нравилось. Обычно биткоин как-то более символичен к цифрам, вернее, та группа лиц, которые им владеют, так или иначе и управляют, тоже, я думаю, что относятся к этому символично. Перехай произошел. У многих сейчас возникает вопрос, будет ли это завершающей историей. Но мы понимаем, да, что новости у нас подтягиваются обычно под рынок, а не наоборот. Основной триггер, который все ожидали для того, чтобы совершить следующее движение, в любом случае шел из США, и речь там шла о принятии нового законодательства в части налоговых различных там где-то послаблений, где-то наоборот ужесточений. В общем, в конечном итоге этот законопроект был, насколько я понимаю, принят в первом чтении, и этот законопроект повышает потолок госдолга. На фоне этого мы с вами видели слив на S&P 500. Ну, он назревал, там было на самом деле достаточно много перегретости. И при этом видели движение по хедж-активам, в том числе по золоту, по биткоину. На мой взгляд, если сейчас смотреть вот даже в целом на график, я думаю, что бычья история не завершена, но требует коррекции. То есть, если посмотреть внимательно на недельный таймфрейм, мы проходим среднюю границу канала, и у нас есть потенциал забега повыше. Давайте вот это отсюда уберу. А у нас есть потенциал пройти к верхней его границе. Я об этом уже говорил многократно. Это зона 120 тысяч, и я думаю, что в этом цикле мы ее увидим. Как бы не увидеть больше. Меньше вряд ли. При том, что цифра сейчас, как я уже сказал, достаточно символичная, может быть, перехай ее и не быть. Надо посмотреть, как закроется сегодня, неделька, вот это. Как она будет закрыта, исходя из нее будет понятно, что будет происходить дальше. Если посмотреть на код B, то лично я, оценивая движение по тем алгоритмам, которые здесь есть, вижу, что у нас трендовый алгоритм не завершил свое движение. Обычно он с нижней границы доходит до верхней и наоборот. Вот сейчас он уже зашел в зону лонгов, видно, и потенциал у него вверх есть. Но при этом непонятно, как завершится моментум. Если линия завернется, то мы с вами увидим вот такую вот историю, и нам необходимо будет чуть пониже сходить. В целом, денежный поток все еще сохраняется на бычьей стороне, и поэтому потенциал толкнуться повыше у нас есть, но недолго. Наши алгоритмы, которые мы сейчас используем,
в своих оценках тоже говорят о том, что у нас в части дневного таймфрейма у нас и может быть какое-то движение, то есть в среднесрочной перспективе, но глобально, конечно, у нас уже достаточно серьезная перегретость. Это видно, кстати, и по классическим индикаторам. На том же месячном таймфрейме видим, что уже MACD достаточно хорошо нагрелся. И стохастик тоже наверху. При том, что RSI еще сохраняет потенциал движения. Вот такая вот некая разнонаправленность. По крайней мере, по двум алгоритмам видим, что уже нагрелись. Но потенциал есть, и потенциал видно здесь на сетке FIBA. Он есть у нас до отметки 120, 130, 140. Вот у нас три таких ключевые отметки. Куда погонят? Вопрос. То, что к концу года, скорее всего, замкнут повыше, ну, вероятность больше, нежели в том, что нас погонят вниз. Ну, собственно, о перехае мы говорили и в прошлые как бы стримы, да, что он напрашивался. Сейчас вот за счет цифры, мне кажется, что созрела коррекция. Плюс я показывал, что наблюдаю достаточно давно, где он тут, сейчас я найду. Это такой интересная история, как фракталы. Мне вообще в целом нравится за фракталами наблюдать. Вот. Сейчас, секундочку. Закрою. Мы за ним с вами смотрели. И у нас он выглядел вот так, да? Фрактальная конструкция. Но понятно, что это далеко не панацея, это просто такое баловство, за которым ну, как бы я наблюдал. И вот видно было, что очень четко шли по этой динамике на недельном таймфрейме. И в какой-то момент мы начали двигаться раньше вверх, чем предполагалось. То есть предполагалось, что мы начнем попозже чуть-чуть. Да? Мы начали раньше и пошли чуть-чуть выше, чем это было. Это не означает, что эта конструкция фрактальная, во-первых, есть панацея от того, что произойдет, но очень похоже на то, что это будет происходить, и, возможно, просто забеги будут повыше. Ну, по крайней мере, если говорить о 2021 году и о понимании того, что в 2021 году у нас не было ETF-ов, а биткоин ETF сегодня создают, ну, как бы колоссальный прирост интереса к самому биткоину, естественно. Если мы посмотрим даже на то, что происходило в последние дни, ну, я тут даже устану считать. То есть 1,4 лерда максимально, да, вот то, что здесь показывает сейчас. То есть колоссальный прирост. При том, что многие предрекали, что с S&P будет проблема, что он уже там перегрет, и как бы много народу кричало о том, что сейчас все это повалится. На самом деле, если посмотреть на график S&P, с которым мы так или иначе коррелируем, я не вижу, что мы прям сейчас куда-то повалимся. Ну, как бы нет такой истории. Могут быть снижения по S&P. Сейчас я открою график. Давайте на дневку. S&P находится в канале и от средней границы оттолкнулся вниз. Сейчас закрою кодей, чтобы он не мешался. Вот. Можем повалиться пониже, в поддержке у него 5550. Вот это уровень, который у него придет, и здесь же с верхней границы 5500 находится и зона справедливой цены. Вот туда потащить нас могут, и то при том, что S&P сохраняет все еще бычью динамику. То есть у него вот его были шорты, они закончились. Мы ушли в бычий денежный поток. Да, есть коррекционное движение, но мы в бычьей динамике. То есть стохастик, даже при том, что он двигается вниз, он находится в бычьей динамике. И трендовый индикатор находится максимально у быков. Коррекция требуется после вот этого последнего забега. Ну, понятно, что она требуется, да, сколько здесь процентов он нагнал. Можно даже посмотреть. Ну, 16% от лоя, 23% с апреля 2025 года. Колоссальное движение для этого индексного показателя. Ну, колоссальное. Конечно, ему потребовалась какая-то коррекционная история. Но и стоит обратить внимание, что при всей этой коррекции биткоин сейчас дал хаи. Я как-то об этом в своем видео говорил, о том, что может быть парадоксальные явления, связанные с биткоином, да, когда рынок идет в одну сторону, а биткоин перестает на него обращать внимание. Вот это как раз один из тех случаев. Еще что я хотел показать, в силу того, что мы можем расти, очень многие об этом говорят. Вот посмотрите, это печатный станок М2, да, большинство из вас об этом знают. И очень многие говорят, что если смотреть на него в разрезе там одного года, то он очень четко двигает цену, при этом он идет немножко вперед. То есть, условно, если сейчас у нас это май, но здесь за 19 показано, то этот график показывает до июля. И мы видим, что у нас еще прирост сохраняется. Он небольшой, но он есть. Это мне подсказывает о том, что ближе к июлю
Ну, это как один из звоночков. Что ближе к июлю все-таки при решении процентной ставки, она у нас будет в июле и показывает, что она у нас будет пока что сохраняется 4,25, 4,50, а вот, по-моему, на сентябрь, да, она перешла? Да, на сентябрь она перешла. То есть в сентябре она будет снижаться на 25 базисных пунктов. В июне, по-моему, осталось так же, в июле также, все поменялось на сентябрь. И если мы говорим о том, что на сентябрь все-таки такая динамика и тенденция сохранится, то рынок будет закладывать это снижение заранее. И мы помним, что август он у нас мертвый. Поэтому заложиться придется заранее, и потенциал того, что такие события будут происходить, есть. Также еще очень интересно, давно за этим чартом наблюдаю, но не показывал его, это 200-дневная тепловая карта цены биткоина. Ну, 200, мы знаем, да, что кривая 200 недельная, она очень часто выступала поддержкой, вот мы ее видим на всех последних циклах, начиная там с 2014 года и до сегодняшнего дня. Всегда, возможно, это будет не так, но один из звоночков того, что мы не завершились, это о том, что в этой динамике мы не вышли в зону перекупленности. И в целом, вот сегодня у нас там ребята писали в группе, тоже я разделяю это мнение, я и пока еще не чувствую полноценного публичного участия. Пока что игра идет только на уровне фондов и крупного капитала. Понятно, что они сейчас затмили среднестатистического игрока, но так оно, в принципе, происходит сейчас. Долгосрочный держатель начал накапливаться, видим это накопление, а краткосрочный держатель в это время сдавал позиции, сливал, фиксировал свою, можно сказать, свою краткосрочную прибыль. После такого периода снижения, когда часть когорты этих игроков находилась в убытке, то есть ниже своих входной стоимости, то, конечно, на этом забеге большинство из слабых рук начали раздавать. Вот, это я закрываю. Да, еще один намек в пользу того, что у нас S&P 500 может подвигаться ниже, но при этом это не означает, что будет двигаться ниже биткоин. Вот, обратите внимание, основная сдача опционов у нас по экспирации будет в июле 2025 года, это квартальные, вот они. И точка боли у них находится в зоне 5500. Зона 5500. Почему я и говорю о том, что S&P 500 у нас потенциально вот в зону 5500 может прийти. Но обычно, когда точка боли там находится, туда можем исходить. И если отталкиваться от этой истории, то можно видеть на графике сейчас, опять, если просто играться с этим же фракталом, и мы раньше отработали, то у нас вот этого движения, вот этого здесь не было. И по идее, для того, чтобы дальше попытаться забрать хаи, а они могут быть у нас происходить в течение 500 дней, я уже об этом говорил, всегда 500 плюс дней от халвинга за последние периоды у нас была максимальная точка, то есть максимальный all-time high перед медвежьим рынком, то период еще сохраняется. Соответственно, нам необходимо откорректироваться вниз на определенный процент, но здесь это не факт, что надо смотреть прямо вот поэтому, это просто потенциальное направление движения, фрактал, который может потенциально отрабатывать. Не является панацеей, сейчас найду. Здесь у нас была... Чего он мне не показывает? 13%. Но нет, я думаю, будет больше. Я думаю, что будет больше. 13% слишком мало от этой цены. Я думаю, процентов 20, ну, 20, 15-20% уйдут в зону 100, если сейчас чуть пощупают повыше. 195. Ключевая история, которая была бы интересна. Но в зоне 95 было бы интересно. Потому что в зоне 95 786 FIBA сейчас по расширению недельному, видим ее. Это даже не недельная, это, наверное, месячная, да? Сейчас посмотрю. Большой таймфрейм. Да, это месячная. Здесь находится 786 FIBA, и сюда бы откатить было бы хорошо. На дневке было бы это лучше видно. И также еще на то, что мы не завершили свою историю, помните, я показывал, это... И у нас, кстати, об этом спрашивали подписчики, о том, как себя ведут опционы и почему на опционы стоит обращать внимание. Это некий такой, можно сказать, маячок для рынка, один из, за которым стоит наблюдать. И я говорил о том, что основная история 100, когда мы были там ниже гораздо, да, что опционы смотрят туда, что у нас много опционов уходило на июнь-июль, и сейчас ситуация кардинально изменилась. Мы видим с вами, что по опционам у нас сейчас 120, колоссальный объем. И даже выше есть 120, и дальше у нас трейдеры закладываются на колы на отметку 130. Вот от 120 до 130.
И это как раз-таки совпадает с тем, что у нас в целом, если мы вернемся опять к графику биткоина и поставим там мультипликатор золотого сечения, если я его найду, где он у меня тут. Что-то его тут нет. Но давайте его поставим вот где он у нас есть. И все позакрывал, что ли? Сейчас я найду. Куда я его дел? Ладно. Сейчас так найдем, куда ты делся. Вот он. Все надо тогда закрыть здесь или поставить другой биткоин. Сейчас, секундочку. Давайте вот так сделаем. Вот. То у нас ключевой основной поддержкой в глобальном масштабе выступит как раз зона справедливой цены, и здесь 111-дневная цены. Это зона 90. 90, 94, 93. Вот здесь. Очень четко это все отрабатывается с точки зрения FIBA. А в сопротивлении у нас сейчас находится отметка 129. 120, 120, 120, 130. И именно в опционах идет закладка основная сейчас вот отсюда до сюда. А ближайшая основная зона интереса у нас показывается на отметке 115. И она тоже совпадает с тем, что мы можем видеть на графике. То есть сейчас я верну дневку. Мне надо найти, где мой основной график. И там у нас зона 115 тоже была. 114, 115. Мне надо просто найти, где это. Где-то я ее строил. Вот она. Построенная FIBA по расширению, и я за ним тоже наблюдал. Вот смотрите, 106 прошла прорывом, она выступала, кстати, поддержкой 106-107, вернее, сопротивлением. Мы ее прошли, здесь находилась, я публиковал об этом, по-моему, информацию в группе. Там у нас находилась, если я не ошибаюсь, в Telegram, если вы не подписаны, кстати, обязательно рекомендую подписаться. Подписаться на телеграм-канал, если вы впервые попали к нам. Подпишитесь и на телеграм-канал, и на телеграм-чат. И также в целом можете подписаться на канал. У нас также выходит информация еще и на TradingView, тоже есть страничка. В общем, все ссылочки найдете в описании к этому видео. И также там есть ссылочки на нашего гостя, на МС. Тоже обязательно рекомендую подписаться. И вот в Телеграме я публиковал о том, что 107, если мы пройдем, удержимся. Если нет, нас откатят вниз. Можете посмотреть, недавно было это сообщение. Откатят вниз, поморозят до следующего движения. Собственно, так и произошло. Нас дотянули, вот здесь была у нас зона, такая зона интереса. В нее мы ушли, в эту зону, нас поморозили. Вот четко я публиковал, не помню, но вот буквально вот в эти дни. Нас поморозили, и следующие движения дождались следующего триггера. Триггером был законопроект Трампа. Его очень много критиковали о том, что он не помогает никак криптонам, и после его выборов биткоин ушел там в зону 70, а на самом деле все ждали, что все улетит там куда-то в космос, по крайней мере, в его предвыборной кампании. И вот это событие произошло как раз сейчас, когда все ожидали, что вот непонятно, многие говорят, все, достигли хаев, сейчас пойдем ниже, а на самом деле дождались триггера, это было чувствовалось, ощущалось, видно было по индикаторам и, наверное, по основному индикатору, это внутреннему ощущению. То, что сейчас будут что-то ждать, какого-то потенциального движения. И о том, что мы будем переписывать хаи, я говорил последние, наверное, вот полгода, наверное, сколько говорю, столько и говорил. Так и получилось. Переписали, двинулись, ну и следующим сопротивлением у нас выступает зона 115. То есть еще одно подтверждение тому, что от 115, вот если мы говорим о том, что вот будет похожая конструкция, не факт, что будет вот на этих же уровнях, а просто похожая с точки зрения движения, то было бы разумно дойти куда-нибудь до 115, развернуться, уйти вниз. Большинство скажут, что все, рынок завершился, и последним забегом уйти к верхней границе регрессивного канала, и здесь же на верхней границе регрессивного канала в том числе и потрогать зону золотого сечения 120-130. Они в принципе одинаковые. То есть верхняя граница золотого канала 120-130, вот начиная, наверное, с июня 129, вот с конца июня, и как раз до июнь-июль, вот в июль. И тогда в августе традиционно уйти на понижающую историю. Вот в целом я бы ожидал, наверное, такого движения. Сейчас уже заходить на хаях нет, только локальные трейды, продолжаем экспериментировать с ними. Пока вроде все неплохо, тестируем, идет работа, но об этом я расскажу как-нибудь в другой раз. Что касается, наверное, еще стоило бы сказать, наверное, о том, что касается экономических основных событий. Ну, наверное, на следующую неделю у нас будут публикации протоколов ФОМС, если я не ошибаюсь, среда, по-моему, да?
да. Будет публикация протоколов ФОМС, и будут выступления множества различных товарищей оттуда. Ну и основное, наверное, что стоит ожидать, это четверг у нас должно быть ВВП. Что-то у меня здесь следующая неделя. На следующую неделю, среда, публикация протоколов, вот они, в 21:00 по Москве. И будем ожидать данные по ВВП. Пока предварительно снижение на 0,3%, значит, квартальный, за 0,3%. Ну, посмотрим, что будет. Тоже один из таких триггеров, за которым стоит смотреть. Посмотрим, может быть, это тоже чуть-чуть ближе к событиям поменяется. Так, ну и, наверное, стоит посмотреть на доллар, тоже как основной триггер. И, кстати, давайте на доллар. Вот по доллару, наверное, можно будет наблюдать за тем, что пытаются кольнуть ниже, и, скорее всего, по индексу доллара потенциал такой сохраняется. Вот так будет видно. Что может быть отскок сейчас, чуть-чуть. А если уйдем в серую зону по трендскору здесь, то мы продолжим движение вниз. Пока у нас есть намек на то, что доллар на дневном таймфрейме может сейчас отскочить от зоны интереса быков. Вот здесь 99.90, зона интереса быков. Ну и, соответственно, можем вернуться, тестировать 100,80. 0,236 фиба. Ну, соответственно, будем так или иначе, с учетом того, что мы коррелируем в обратную сторону с индексом, да, видим обратная корреляция, по крайней мере, сейчас она происходит точно. Бывает, что раскорреляция пропадает, и мы двигаемся в одну сторону, но гораздо реже, чем происходит наоборот различия, да, различные направления движения по данному индексному показателю и главной криптовалюте. Вот это может происходить. Ну и стоит еще, конечно, наблюдать за золотом, как оно себя ведет. В целом сейчас очень часто происходит так, что золото двигается вместе с биткоином. И сейчас, кстати, вот, можно это наблюдать. По крайней мере, за последнее время очень часто двигалось в одном направлении. Но все-таки золото остается главным хедж-активом, не биткоин. Даже при всей его дефляционности это не биткоин. Поэтому стоит быть внимательным и не рассчитывать на то, что парадокс будет происходить все время. Так или иначе, биткоин становится, вернее, уже стал частью глобальной финансовой системы. Да, на нем сейчас спекулируют, да, его сейчас разгоняют, но разгружаться мы будем больно и долго. С учетом того, что он стал тяжелым. Это тоже нужно понять. Вот. Ну и с точки зрения, по-моему, доминации, я тоже показывал ее. Она в средней границе. Альтизон в любом случае при достижении, пока биткоин будет гнаться, то есть альтизон может попасть, на мой взгляд, какой-то период альтизона может быть вот сейчас, при уже достаточно хорошем загибе вниз, да, процентов на 20. Но если сейчас погонят на хаи прям без остановок, а мы сейчас видим с вами, что у нас только, по-моему, шестая свеча, да, шестая свеча по алгоритму sequential, и все еще там в зеленой зоне, скажем так, находимся в бычьей динамике по недельному таймфрейму, то нас могут не остановить. И может быть это вся история, ну так, игрушки по фрактальной части, а если говорить более о серьезном техническом анализе, могут без остановки сейчас погнать кверху. То есть завершить эту историю, это второе развитие событий. Тогда мы все-таки почувствуем хаи и развернемся. Я больше склоняюсь к первой, но вторая тоже может происходить. Опять-таки, еще раз повторюсь, нет ощущения, что завершились. И думаю, что перехай этой отметки тоже будет. И зона 120 была бы оптимальна. А лучше повыше, чтобы спустить хорошенько туда, куда мы говорили уже достаточно давно, на месячном таймфрейме. У нас здесь, по-моему, должна быть зона справедливой цены где-то внизу. 60, что ли? Да, чтобы сюда, так сказать, без зазрения совести можно было спокойно скидывать сюда и ниже. И ниже кольнуть здесь первое трендовое получаем, и следующее чуть ниже находится в зоне 50, 40 плюс, 50 плюс, куда-то сюда. Но валить сейчас со 111 туда не очень хорошая картина. Скажем так, не так интересно, если погнать чуть повыше. Поэтому альтсезон либо сейчас, либо потом, когда биткоин достигнет хаев, начнут разгружаться. Конечно, в альты, я думаю, не попрут институционалы, только разве что те, которые уже заявились на ETF, там Solana,
Ну, понятно, эфир, Solana, биткоин, кто там еще есть, вот по ним могут игрушки играть. Остальные альты так или иначе при разгоне основных пампы будут, не исключаю, не все активы. Как отбирать те, на которые стоит обратить внимание, которые будут, я думаю, что нам расскажет уже МС. Поэтому, МС, я вас приветствую. Давайте подключайтесь к нам. Я сейчас отключу свой экран. Да, надеюсь, МС слышно хорошо. Сейчас я проверю. Должно быть все слышно. Должно быть все слышно. А вам слышно МС или нет? А ну-ка, плюсаните, ребят. А я что-то не слышу. Вот звук от вас идет. Вы да, а вот у вас вопрос. Ребят, слышите МСа? Он сейчас говорил, что это было слышно. Мне кажется, они вас не слышат. Нет, не слышно. Выпускайте Кракена. Сейчас МС почему-то опять не слышно. Да что ж такое, со звуком у меня постоянно какая-то история сейчас. Не слышно. Сейчас я еще раз сделаю. Не слышно, наверное, сейчас. Я не знаю, что-то постоянно какая-то история. Раз, раз, раз. Только что... Ладно, самое интересное, все было прекрасно слышно. Везде вы появлялись, все было хорошо. Теперь вас почему-то не слышно. Вот вопрос. Ну, давайте тогда так сделаем, может так будет слышно. 1, 2, 3, 4, 5. 1, 2, 3, 4, 5. Слышно? Слышно, но Раз, я два, думаю, что раз, сейчас два. будет эхо накладываться. Зачем эх, не надо. Сейчас, секундочку, я попробую сделать так. Так, сейчас вывод, вывод, Раз, два, вывод. три. Аудио. Я понял, почему вас не слышно. Слышно замечательно. А я вот говорю все. Слышно, если? Ну, отлично. Так, делюсь экраном, да? Ну, давайте. Мгм. Так, экран видно мой? Вы мне в Zoom не раздаете, поэтому я не вижу, чего я раздаю сам. Не знаю почему. А я вас нет. Вот в том-то и проблема. Ну, странно, ничего я в зуме не вижу, ни в закладках, нигде. Короче говоря, чтобы долго не занимать людей, я все равно сегодня ненадолго. Я все-таки настроение испорчу народу. У меня нет таких оптимистических настроений 150, 200, 300, 500, завтра летим на миллиард. Нету. Такой полет состоится только по одной простой причине. Если доллар рухнет, но в этом не будет ничего хорошего. Рухнет доллар, тогда да, и биткоин полетит. Но в таком случае все валюты фиатные тоже полетят. И инфляция будет такая, что мама не горюй. Тогда да, мы за миллион прям в этом же году и увидим биткоин. Но это будет уже не тот биткоин, который все ждали, чтобы он был настоящей ценой. Вот что я все-таки вижу и что я хочу показать людям.
чтобы поняли мою мысль, что я хочу людям донести. Первое. Я уже неоднократно показывал и рассказывал, что движение биткоина в этом цикле уже выполнено. Основное движение, то, которое было сформировано по Доу, оно уже выполнено полностью все. Как бы мы ни хотели, что оно вот сейчас еще что-то там будет происходить, нет. Вот в этом месте происходит на сегодняшний день э, распределение. Распределение происходит, если думаете, что я как бы там что-то могу ошибиться, да, я могу ошибиться без проблем. Но в таком случае я открою то, что сегодня показывает CryptoQuant. Он показывает о том, что начиная с 24 года, где-то с первого квартала 24 года идет продажа. Крупные игроки продают. Они продают всем, и рознице, и крупному капиталу, всем продают. Идет продажа от долгосрочных держателей всем подряд. Да, у нас есть институционалы, но институционалы пришли не для того, чтобы продать биткоин, они его скупают с рынка. А мы говорим о людях, которые брали, ну, к примеру, купили за 15 тысяч и захотели продать при цене 70, 80, 90 тысяч. Вот мы о них говорим. Те, кто трейдеры. Трейдеры должны фиксировать прибыль. Они не могут накапливать годами, чтобы потом когда-нибудь, возможно, получат прибыль. Так делает только Майкл Сейлор. И, скорее всего, и этот самый Майкл Сейлор этому рынку подложит большую свинью. Я, по крайней мере, именно от него жду, что что-то произойдет именно с его стороны. У меня на Бусте, если зайдете, то вы посмотрите, здесь написано, кто продает, как продает, почему продает и так далее. Есть интервью и ссылки на JP Morgan, этого, как он называется, Даймон. Вот он говорит о том, что эйфории нету, и эйфория не должна происходить, трейдеры ошибаются. В том числе Кийосаки сегодня сказал то же самое, что происходит что-то очень большое, что-то очень плохое. Поэтому, если учитывая, что крупные люди говорят о том, что в рынке происходит нечто непонятное, и что трейдеры получили пинок под зад, и у них эйфория, это мы не чувствуем эйфории, а вот они ее чувствуют. Так вот, один из умных сегодня, Джон Пол, который трейдер английский, он сказал, что крупные игроки сейчас фиксируют прибыль, чтобы успеть сейчас выйти с рынка. Вот что происходит. Дальше, возвращаясь к тому, что я хотел вам показать, вернусь все-таки, в том, что вот этот цикл здесь он закончен. Здесь происходит дистрибуция по Вайкофу, как я ее показывал, то есть распределение. Я покажу, что я имел в виду. В прошлый раз, когда я показывал, рынок еще не сформировал это движение. В данном случае рынок сейчас уже сформировал это движение. Вот оно. Оно полностью присутствует по Вайкофу. Только я единственное, что ошибался в таймфрейме. У нас дистрибуция будет происходить где-то до октября. Примерно октября, конца октября, начала ноября 2025 года. Если смотреть именно по вот этой модели, именно по этому таймфрейму. Я пересчитал, посмотрел, получается где-то конец октября, ноябрь. Дело в том, что рынок поставил хай раньше, чем был халвинг на 2 месяца. Значит, рынок у нас идет с опережением. Если он идет с опережением, то, соответственно, и пики будут поставлены именно с опережением. Вот эта модель дистрибуции Вайков говорит о том, что у нас есть первый поставленный пик в ноябре. Второй вот сейчас происходит. И третий должен состояться именно в октябре, ноябре месяце. Вот оно. Сейчас модель здесь выполнена.
Я думаю, что вот этот ценовой коридор, который по Вайкофу существует, вот этот ценовой коридор и будут гонять цену, будут морозить, вымораживать с рынка всех, по максимальной цене продать. У него была модель другая немножко, и я ее покажу, эту модель, которую я раньше показывал, но она совершенно точно такая же, совершенно, вот она, точно такая же. Просто здесь чуть-чуть не совпадает именно по таймфрейму. Я не буду подгонять 100%. Возьмете картинку, поставите, подгоните ее по размеру, по высоте, по и так далее, и вы увидите, что дистрибуция действительно происходит. Она будет происходить в 5 фаз. Вот эти все 5 фаз, они проходят. Мы сейчас находимся в первой четверти второй фазы. Ой, в первой трети второй фазы. Вот здесь как раз у нас происходит поставленный пик. Дальше у нас будет опять падение, потом опять превьют эйфорию, полетим на хай, будем ставить чуть выше, чем есть. Но я не думаю, вот мы вроде как пошутили у вас вчера в чате и сегодня пошутили насчет 120 тысяч. Ну, возможно, 118 тысяч туда, как вот мы первый раз с вами говорили, да, возможно, 118 тысяч поставят. Но это будет вот где-то к концу этого года, там, в ноябре месяц. Вот будем там искать. По поводу альткоинов. Альткоины полетят. Они сейчас должны набрать, они тоже летят с опережением. То есть они чуть раньше начинают расти за счет того, что происходит именно распределение. Вот сейчас поставлен пик, на этом пике еще те долгосрочные инвесторы, которые понимают, что происходит в рынке, они опять начнут продавать. Но они не будут хранить деньги в Тезере или там в других стейблкоинах, они все-таки будут толкать альту. Начнут, естественно, там с эфира, и я уверен, что эфир полетит, и хай будет хороший у эфира. И остальная альта тоже полетит, поэтому я тут даже не сомневаюсь. Тот, кто говорит, что там этот сезон умрет альта, ну, умрет, значит, пусть продает. Если человек не верит в альту, ну, не надо было ей заниматься. Она полетит и будет расти. Вот все, что я хотел сегодня сказать по поводу того, как происходит распределение, что я вижу. Единственное, что вот я еще раз повторюсь, я ошибся с таймфреймом, а таймфрейм будет чуть больше по времени. Он не будет короткий, там не 2-3 месяца. Он будет, как вот с ноября начали, с ноября 24 закончить ноябрем 25. Вот год мы будем видеть распределение в этом ценовом канале ходить. Вот все, что я хотел сказать. Так, а вы про CryptoQuant, по-моему, сказали, да? Чего сделать, куда? CryptoQuant показывает распределение. CryptoQuant, да, показывает его руководитель CryptoQuant, и они вчера, если не ошибаюсь, они 2 или 3 графика различных показали. Я просто взял тот, который самый простой, потому что смысла нет закидывать новостями одни и те же графики с разных сторон. Вид тот же, только сбоку. Не нужно. Вот я тот красивый поставил. Я почему... ребят, меня слышно вообще? Я надеюсь. Мне кажется, Слышно, да, вас слышно, все слышно вас. наверное, вы меня слышите и больше никто. Ребят, меня слышно сейчас или нет? Ну, у нас еще задержка по времени. Да я что-то... У нас с вами задержка. Да, задержка. Слышите, а я, мне кажется, меня не слышно. Сейчас, секундочку. Что постоянно... Гоша, не слышно вас. Да, вот, видишь, что-то происходит. Так, сейчас, секунду. Раз. Сейчас должно быть слышно. МС, скажите что-нибудь. Что-нибудь. О, сейчас должно быть и МС слышно. Гошу слышно тихо. Меня слышно тихо. Дайте... Сейчас посмотрю, почему меня слышно. Вообще не знаю. Должно быть слышно хорошо. Ну, я вас слышу, да, я вас слышу. Ребят, сейчас не исправилась ситуация, должно быть слышно хорошо. Вроде бы громкость стоит большая. Вроде исправились. Я что хотел сказать. Сегодня я читал новость про SEO CryptoQuant Кин Йонджу, который был одной из частью негативно настроенных на рынок товарищей. И сегодня буквально вышла новость о том, что он признал свою неправоту относительно перехая биткоина. Неделю назад он признал. Или неделю назад. Но я статью 2 недели. сегодня прочитал, вот она от 22 мая. Сегодня была на
Биинкрипта. И я А ее... вот именно этот график и выдали они сегодня ночью. Угу. Понятно. Ну, хорошо. Хорошо. Потому что не только он, тут несколько еще аналитиков, которые поржали над шифом, что спросите, как у него здоровье по поводу 111 перехаем. Ну, в общем, это все такие игрушки. Ну что ж, вы думаете, что сейчас все развернется? Давайте, ребят, по альтам. Я не говорю, что развернется. Я говорю о том, что сейчас мы находимся в фазе распределения по Вайкфу. Я как говорил, так и утверждаю, что это именно эта фаза. Не будет никаких супер хаев, как там видит там 150, 200, 300. Я не рисую желтые стрелки в небеса. Это пускай рисует тот, кто не понимает, что он там рисует. А я не буду этого делать. Я показываю то, что есть на графике. По крайней мере, на сегодняшний день модель по Вайкфу полностью состоятельна. В чем? Если посмотреть движение с 23 года, с 1 января 23 года по ноябрь, даже декабрь частично 24 года, то это модель Dow из 3 волны движения, и в которой в третьей волне было полностью закончено там, где мы считали. Мы же с вами смотрели, вот я не убрал, ну и, значит, вот эту вот картиночку беру в сторонку и покажу. Мы с вами считали это движение. Вот если посмотреть по... Ну, раз, два, три, да? Раз, два, три. Типа третья уже вот сейчас была. Да, вот у нас 2.16 до 3.618, и самая верхняя это получается 5.618. Так, Ну, смотрите, 4, по той модели, по-моему, когда мы смотрели, не должно было быть перехая сейчас, а он по и не идее. сейчас не перехает. Это именно как раз то самое движение. э, э, Так, 5.618. Я к чему это говорю? Я говорю о том, что, ну, модель понятна, но в Вот сегодняшних оно, реалиях они не все вот оно. отрабатывают. На сегодняшний день оно отработало. Мы находимся именно там в движении, прям четко, точно, куда он все идет. Все М. точно отработало. И все движения А, по ДОУ. Мы смотрим по ДОУ. По ДОУ считается каким образом? Мы смотрим первое движение и ставим на нее 0,1. Стоп, стоп, Если стоп. мы А что смотрим по справа? фибе. Смотрите, с правой стороны у вас написано 130, 160. А что белое? Это что подсвечивает? Это что-то Где график чего белое? подсвечивает. Да А что вот такое? справа шкала идет цифровая. Там 130. Это что-то отметка какая-то стоит от чего? А, это квадрат нарисован. Все, понял. Ну, вот так вот нету никаких 130, так все понятненько становится так даже. Да нет. Так Цифры лучше просто. же. Вот видите наверх. Ну, это они двигаются, это А, просто они просто двигаются, шкала. шкала. Это просто шкала, Я да. думал, что-то стоит, какой-то объект. Вот я показываю, что 5618 это было это завершение в ноябре. Вот оно. И оно сюда точно пришло. Мы об этом с вами говорили, когда мы еще падали здесь. Даже Мгм. если мы посчитаем то самое движение, которое было сформировано последним вот этим вот... Так, и опять его развернем, заразу. Каждый раз надо его разворачивать. Большое уберем, а маленькое оставим. 2,618. Мы приходим вот сейчас, 113, вот он должен по пику кольнуть, все. И об этом, кстати, мы говорили 5 или 6 стримов назад. Вот, мы сюда и кольнули. И мы ждали это движение, куда оно придет. Смотрите, как оно сформировано было. Хорошо, Единственное, говорю, допустим. что я просто ошибался с таймфреймом и Хорошо, допустим. А если... рассчитывал, что мы закончим раньше, что мы закончим где-то к маю месяцу. Нет, не закончим к маю месяцу. Это моя ошибка, я признаю эту ошибку и говорю, движение будет год. Смотрите, допустим, задам вопрос по-другому. Если все-таки сейчас при каких-то непонятно триггерных обстоятельствах модель Вайков не отрабатывает, и мы идем на 125, 120, 130, ну туда. Я жду 120, Мы, говорю об этом полгода. мы на 120 можем пойти, на 200, на 300 даже можем пойти, если, секунду, я открою Ну, индекс вот доллара. этот индекс доллара. Понятно. Смотрим индекс доллара. Если мы открываем его дневную модель, Мгм. индекс доллара, и смотрим те самые движения по Доу, три движения,
разворотной модели. Любая разворотная модель у нас состоит из трех движений. Вот оно, это первое движение, второе движение, третье движение. Смотрим здесь. Первая отработка этого движения, видите? Мгм. Здесь оно скорректировалось. Второе движение, вот оно, скорректировалось. И третье движение, вот оно. Три движения по доллару. Вот мы разворачиваемся. Скорее всего, все движение по доллару, по индексу доллара будет таким. Вот эти, по крайней мере, три точно опять же будут. Вот эти все три, они точно будут. Вот если мы дальше еще раз вниз пойдем, то да, возможно, тогда мы увидим и 150, и 200, и 300, как я сказал, тогда уже будут проблемы в международном масштабе. И это будут проблемы, связанные со всеми валютами, а не только с долларом. А вот если доллар уйдет наверх, вот в таком случае действительно что-то может рынок настолько сильно уронить, что мы увидим движение биткоина в конце этого года, где-то в ноябре месяце, что к концу года мы будем корректироваться очень даже хорошо. Но, опять же, это будет корректирование на том, что экономика будет сама себя излечать. Кто-то надеется на то, что ФРС начнет печатать деньги. Не будут они печатать деньги, их задача вытащить деньги с рынка. В прошлый раз я говорил, никто не сможет свалить Пауэлла до тех пор, пока он делает правильные вещи. Пауэлл делает точно 100% правильные вещи. Если популизмом занимается Трамп, то Пауэлл работает. И между ними как раз эта разница и существует в том, как они относятся к рынку. Пауэлл сказал, у нас другие задачи. У нас нет задачи бороться там с китайским тарифами, с канадскими тарифами, с европейскими тарифами. У нас задача привести экономику там, к своим каким-то вещам. Что происходит сейчас самое плохое? Это 30-летние, 10-летние облигации, те самые трежерис знаменитые. Они сейчас по той доходности, в которой они там существуют, их никто не берет, ну просто никто не берет. Поэтому ФРС их начинает обратно выкупать. Все думают, ура, они, значит, выкупают каким-то там существующими деньгами о том, чтобы забрать с экономики, и эти деньги, значит, в экономику идут. Почитайте, что такое байбек. Как только люди начинают читать, что такое байбек, начинают тогда волосы дыбом вставать, потому что байбеки обычно бывают у компаний, которые акции не покупаются, не продаются. Но им нужно сделать движение в акциях только для того, чтобы привлечь дополнительный капитал, да, там средства какие-то, но уже в будущем. А трейджерис – это не будущее. Трейджерис – это сегодняшняя часть, когда нужно, например, найти срочно, прям вот срочно, вот каким-то государством нужно срочно зайти в тихую гавань, как они говорят. Доллар тихой гавани на сегодняшний день не является. Теперь посмотрим, а что было с долларом в 2018 году, когда был Трамп? Он же то же самое же делал, поэтому можно посмотреть, а что он там делал в 2018 году. Вот у нас 2018 год. Как себя вел? Обратите внимание, вот эту модель. Видите? Вот Мгм. он вот он пришел, пожалуйста, вот она работает. Ну, главное вот это вот запомнить. А теперь двигаем сюда и смотрим, чем она не та. Ну, я думаю, что мы Чем пониже она не пойдем по та. индексу доллара. Да, мы можем чуть-чуть ниже сходить, я поэтому еще раз говорю. И опять Да. же, если мы пойдем чуть-чуть пониже, я в таком случае вернусь вот к этой картинке и покажу эту картинку еще раз. Вот она, это та самая пониже, и когда доллар опять упадет вниз, мы вот здесь как раз поедем ставить третий пик. И еще есть один момент, на который я бы обратил внимание. Вчерашнее движение биткоина, оно в том же ключе сопровождалось и движением, вы правильно сказали, по 30-летним облигациям. Возможно, байбеки. Не спорю, не отслеживаю эту историю, но я смотрю на график сейчас. Технически, если вы месяц откроете и 30-летние облигации, вы увидите интересную картину. И с золотым крестом, и с набором ликвидности, и по многим показателям, по многим индикаторам. Я, кстати, сейчас, если вы не против, на секундочку раздам экран и верну вам потом его. Ага, давайте. Сейчас.
Давайте прям отсюда его раздам. Сейчас посмотрим, его видно, нет. Ребята. Сейчас, наверное, мой экран, да, должен быть виден. Да, мой экран должен быть виден. Вот, и звук, надеюсь, никуда не упал. Я сейчас заодно отвечу на вопрос, там товарищ один задал. Вот, смотрите, как выглядит 30-летняя облигация. Посмотрите, что у них происходит сейчас. Отключу, чтобы ничего лишнего не было. У них золотой, 5% у них, доходность. да, у них сейчас они чуть-чуть подсели сегодня. Понятно, что бейбэк. Я просто смотрю на их график. Вот это их месячный график. То есть потенциал расти выше по этой доходности, он имеется, причем колоссальный. И с точки зрения того, где они сейчас находятся в целом по алгоритмам, по индикаторам, они все еще не ушли с бычьей динамики. Посмотрите, как интересно. У них алгоритмы все находятся в бычьей истории. То есть такое ощущение, как будто собираются их запустить в космос. Но если их запустят в космос, да, то о падении, ну, то есть о росте доллара пока, ну, говорить будет как бы преждевременно. Поэтому то, что их график вот именно 30-леток выглядит вот так, меня наводит на мысль, что, ну, как бы доллар может упасть чуть пониже. Если посмотреть на сам доллар, убрать сейчас вот шляпу отсюда и включить индикатор, то доллар проходит зону справедливой цены. Только второй свечки, только начинает здесь вот толкаться. Если ее не удержат, то мы заколем и 200-ю на 95 и пойдем собирать нижнюю ликвидность 92,88. Обычно индикатор ходит именно так. У меня задавали вопрос, чем отличается от сайфера. То, что я показываю, вот эта часть. Какие-то моменты брались от сайфера. Ну, во-первых, у сайфера нет вот этих вещей. У него только лонги, на шорты он не смотрит, и кроссоверы по шортам нет. Это раз. Из сайфера взят моментум, манифлоу, дифференс и стохастик. Нет трендскора у сайфера, и это визуализация от сайфера. Сам индикатор, он вот здесь находится. Это код A, и это стратегия, это не индикатор. Вот здесь, наверное, лучше, показать. Вот. Это стратегия, а не индикатор, которая имеет огромное количество настроек, просто огроменное. О ней можно посмотреть. Огромное количество тестов, огромное количество необходимых вводных данных, которые вы можете настраивать для того, чтобы подстроить наиболее лучший вариант для того, чтобы вам отображался сигнал на вход. Сейчас она везде всегда у меня стоит по умолчанию. Кстати, в том числе и на биткоин. Я просто ставлю, как она есть, сбрасываю умолчание и запускаю на сигнал. И все, и смотрю. Вот был сигнал. Появляется сигнал, я отрабатываю. Второй индикатор, который вы видите, отвечая на ваш же вопрос, второй индикатор, который вы видите, это индикатор Smart Money. Тоже немного усовершенствованный для того, чтобы было легче. В него интегрирован Sequential и в него интегрирован HMA для настроек. Ну, как бы его можно отображать, можно не отображать, но сам факт, что он используется именно в выдаче сигнала. И когда происходит какой-то слом, зоны, например, какого-то интереса, появляется вот такой сигнал. Тоже по умолчанию. Можете настраивать, можете построить по умолчанию. Когда я вижу такие сигналы, я их рассматриваю для того, чтобы с ними работать. Чем выше таймфрейм, тем сильнее сигнал. И это совсем никак не связано с Сайфером. Просто Сайфер был вдохновлен его идеей. Визуализация у Сайфера прекрасная. И не было смысла моментум или манифлоу рисовать как-то иначе, чем то, что нарисовано у Сайфера. Необходимо было его усовершенствовать, дальше взять его и запихнуть его в стратегию, а в стратегии добавить, ну, посмотрите, сколько показателей. Но индикатора хала там нет объема, там нет параболических алгоритмов, там нет свечных цветов, там нет кроссоверов в таком количестве, ну, ни в коем случае. Эта работа год где-то примерно велась с этими алгоритмами. Супер. Можно Ну, вас теперь я вернуть вам тогда в отдаю. исходное состояние? Да, я вам возвращаю обратно, ну, отвечая на вопрос. И возвращаясь дальше. Я не задавал вопрос. Нет, там в чате написал парень, но в двух словах это иногда не объяснишь. Надо ответить. Хорошо. Давайте вот я сейчас тогда обратно вас верну. Сейчас, давайте я уйду сейчас отсюда, чтобы вы обратно могли вернуться. Все, ваш экран. Угу, отлично. Мой экран вам виден? Да, и там к вам тоже вопросы какие-то пришли. Это мы потом ответим, я вижу. Теперь смотрите, вы знаете, что такое carry trade? Да? Отлично. Вы знаете, что самый основной, последний трабл с carry трейдом состоялся на Японии, правильно? Мы Он сегодня состоялся... доллар-иену смотрели, да.
Да, состоялся он 29 июля 2024 года. Вот смотрите, когда у нас биткоин начал расти красиво, вырос, вот он был первая волна роста, вторая волна роста. И тогда, когда этот рост состоялся, я показывал, что здесь у нас curve parabolic pattern, который на тот момент отработал. Вот, ну вот он, вот этот был curve parabolic pattern. Он отработал. Вот он такой вот у нас был. Но, и я подтвердил, почему он был. В curve parabolic паттерне последний вот это, вернее, как предпоследнее движение, оно должно состояться было из трех основных движений. Я покажу их на временных циклах. Вот первый временной цикл он был. Вот отсюда. До второго. Вот посмотрите, как совпадает начало цикла, первое падение цикла, второе падение цикла, третье падение цикла в цикле. А теперь посмотрите, у нас вот этот слив, который был больше, и он выбивался из рамок, но в итоге вернули в исходное состояние. Крупные игроки, они все-таки возвращают паттерны, потому что им паттерн нужно закончить, чтобы получить свою прибыль с рынка. Вот почему я говорю, что вот эти все движения были закончены, и что мы сейчас находимся именно в распределении, а не в подготовке до накопления. У нас здесь нет до накопления. Вот именно вот этот слив, который был на японском carry трейде, когда у них начала расти инфляция, когда они начали сбрасывать что? Американские трейжерис. Вот эти трейжерис они скидывали, плюс они деньги меняли за счет того, что у них было объявлено по инфляции, и были проблемы с керри-трейдом, когда у них иена по отношению к доллару там била рекорды, и торговля у них там была дикая, им надо было как-то рынок этот остановить, они там ее сливали. Так вот сейчас ситуация еще намного хуже в Японии. Объясню, в чем эта проблема. Они вот на этот момент, они перестали сбрасывать трейжерис. А сейчас они, трейжерис, начинают сбрасывать в большом объеме, потому что Япония является основным держателем американского госдолга. И если мы говорим, что на индексе доллара еще существует еще одно падение, то вот такого кэрри-трейда ни биткоин, ни одна другая валюта, ни фиатная, никакая-либо, никакой фондовый рынок не выдержит, потому что они являются самым большим держателем госдолга. И эти японцы, что они сейчас делают? Они сейчас стараются избавиться как можно больше от американских акций, при этом они стараются накачивать экономику не деньгами, а поддерживать именно экономику не банковскую, а именно производственную, что вот здесь не было вот в данном вот этом случае. Инфляция у них огромная. И представьте себе, страна с большой инфляцией, которая еще держит на балансе госдолг страны, у которой инфляция ну просто сейчас скаканет в небеса. Если доллар упадет, то инфляция пойдет просто неимоверно вверх. Вы же это понимаете? Поэтому сейчас, на сегодняшний день, вот этот вот сценарий с походом вот туда, вот так вот туда наверх, я сомневаюсь очень сильно. Вот в чем моя основная, как бы, на сегодняшний день думка о том, что крупные игроки, вот Кийосаки сейчас сказал, Рэй Далио сказал, что экономика на сегодняшний день американская не выдерживает того, что происходит на самом деле. Очень многое скрывают, и я уверен, что скрывают. Moody's понизил рейтинг, а рейтинг понизили, а акции растут. Помните, был такой фильм, этот, как он называется, Маржин Колл-то, Игра на с понижение. этим, да, игра на понижение. Он 2 года шортил. Да, он сидел там шортил, а все остальные банки не знали, что происходит, потому что у них был ипотечный тот же самый кризис. Хорошо, берем ипотечный кризис, открываем сегодняшний этот, как он называется, календарь событий, берем его прямо сегодня и смотрим, что у нас там по безработице людей, которые получают пособие по безработице, больше становится. Число заявок по безработице стало чуть меньше. Ну, чуть меньше, это, конечно, смешно, всего на 3000 заявки. Но это промежуточный вот этот вот этап. Основной будет на следующей неделе. А теперь смотрим
продажи на вторичного жилья, а оно меньше стало. Оно стало меньше. Смотрим предыдущий день. Вчера там были данные по строительству этого жилья. Или позавчера, подождите, где он там? А как нам посмотреть позавчера? Как нам посмотреть позавчера? Оно у меня, по-моему, есть в новостном канале, если я не ошибаюсь, у себя А вот в календарик, если новостях. ткнете, там нету вариантов посмотреть. Вот там справа последняя кнопочка календарик. Календарик по понедельникам. Ой, наверное, есть это. Просто я пальцы толстые, мозг слабый. А, Опережающий экономический индикатор. Опять же, падение идет у него, а мы все стараемся там сказать, что у них все замечательно. Да у них не замечательно, тут А, никто не спорит. Это как раз-таки та медвежка, которую мы ждем, и у них это все отразится. Но это не означает, что мы не увидим 120. Где-то я куда-то... Вы все-таки надеетесь, что будет следующий стрим, когда будет 120? Я думаю, да. Ну, обещали, значит, сделаем. Да. Не, ну нас Пусть еще люди люди по ждут, а? психологии ждали стрим. Еще я все никак не покажу методику 2 свечей. Ну, то как бы у меня вообще на той неделе не получилось ничего сделать. Ну, это из-за меня, потому что я болел, и я Да, сегодня ну я болею. же Но я сегодня наелся таблеток, и плюс еще сейчас специально тяпнул эту, как она 100 называется, грамм. маалокса, чтобы здесь еще не икать Надо после было, того надо кучи было таблеток Егермастера 100 грамм сегодняшних. выпить лучше, чем Малокс. Слушайте, ну для Егермайстера надо ехать в Санкт-Петербург. Там есть замечательное кафе Егермайстер на Сенной площади. Там недалеко мой любимый. Я просто обожаю. Как приезжаю, бегом туда. Ох, я там не Но, был. но, Адрес, пожалуйста. но, да, я вам скину адресочек, как туда добежать. Это прям выходит с Сенной площади, с метро, и перед вами с правой стороны этот, как он называется, самый крайний правый выход. И там обувной магазин. Его обходите слева и прям упираетесь в кафешку вот этого Егермайстера. Кормят великолепно. Обслуживание великолепное. Мало того, оформление внутри, вы прям сидите как будто в шале. Очень красиво. Супер, И, и супер. вам, и вам наливают, как это называют, welcome drink. Welcome drink. Из- Супер. да, и прям спрашивают, а чем запивать будете? Это вы говорите, сосиской. И вам сосиску дают, и вы хлоп этого егермайстера, глаза вылезли, стоите довольны, а вас уже сажают. Вот. Красота. Прямо аж слюни потекли уже. Все, надо ехать в Да я Питер. сам сижу, вот микрофон уже здесь тоже забрызгал. Вот начнете вечно хорошие вкусные темы разговаривать, а потом Да, надо, да, да. У меня изжога замучит. крипта уже в кишках сидит, поэтому думаю, о чем поговорить. Ну да, что, о машинах вчера поговорили А мы, машинах с удовольствием. Я вот думаю, надо было автоблогером становиться. Потом думаю, да? не моя история. Не, ни в коем случае. У вас там конкуренция, это Лиса рулит, она как Лиса раз рулит. тоже любит, Гоша, она тоже Гоша любит, ведет. Я бы сделал бы канал. Гоша ведет. Лиса рулит, а Гоша ведет. да, за ней идет. За ней Вот, идет, да, да. она тоже любит китайские машины. Я их не люблю, потому что знаю, из чего они собраны. Опять Из двух сейчас вот не соплей, из двух начинайте опять. соплей и палок. Сейчас опять я варежку открою, начнется. Еще чат подключится. Народу будет интересно послушать, как мы с вами будем обсуждать китайский Ребят, если автомобиль. есть питерцы, расскажите, кто был Егермастер, если кто-то был. Если кто-то не был, идите обязательно, потом расскажите. Сеть, там несколько кафе, там не одно. На Чернышевского есть, тоже недалеко, там Всё. квартирка, ну, там. Еду. У меня там тетка живет с братом, еду. Все, едем к тетке в Тулу. Да. Все, ну, в общем-то, я все, что мог, я сегодня рассказал. У меня нет других никаких изменений. Я действительно не вижу следующего роста с будущего. Опять же, я покажу еще раз всем, кто это. Последнее наше движение, которое у нас началось с 10 апреля там, или 9 апреля, у нас на сегодняшний день. Так, где у нас тут? Ага. Сейчас я переключу. Почему-то не переключает. Вот зараза. Ага, вот теперь переключилось. Последнее наше движение. У нас все то же самое движение по ДОУ. Все то же самое движение по ДОУ. Я его уже показал. Вот это уже просто вышибает. Это уже закончилось движение.
Ну, АБЦ-коррекция, только она пришла чуть повыше. АБЦшка. Но вот этот до опять закончен. Поэтому я считаю, что это пока вышибают или показывают, что люди, мы расти будем, вставайте срочно в лонги. Вот здесь вот люди заходят в лонги. Можно посмотреть, прав я или нет. А как это можно посмотреть? Все очень просто. Нужно открыть, ну, например, очень люди многие не пользуются, а я рекомендую GetAurox пользоваться. Так, где у меня GetAurox? Где у нас тут? Вот, GetAurox. Вот отлично. Теперь смотрим по GetAurox. У нас был Binance. Посмотрим последний рост. Ну, все же говорят, что мы растем бесконечно, очень сильно, много. Часовой график посмотрим по GetAurox. Нет, надо меньше ставить. 15 минутку. Или даже больше, 4-часовик. Ну, поставим вот этот 4-часовик. И посмотрим по индикатору, сколько у нас вот здесь монеток было куплено и продано. Посмотрите внимательно. 71 тысяча монет. Это те монеты, которые вот здесь были куплены. Смотрим, кто у нас там покупал и в каком количестве. У нас там на 5 тысяч купил этот, как его называют, Тезер они купили для фонда. 5 тысяч купил этот полоумный Майкл Сейлор. Плюс дополнительно покупали фонды, там BlackRock покупал еще чего-то, но при этом 33 тысячи было продано. Продано было почти половина из этого всего. То есть, смотрим майнеров. Сейчас посмотрим у нас майнеры, соотношение майнерское. Я тоже специально листил где-то майнеров. Публичные данные по майнерам. У меня здесь где-то есть. Вот только я не помню, где оно у меня есть. Сейчас я посмотрю по майнерам, где я закидывал майнеров. Где-то в новостном я не могу посмотреть, прошу прощения, но не пока я его не смогу открыть, чтобы людям показать. Майнеры на сегодняшний день продают. Скорее всего, там частично были выкупы идут по OTC майнерских битков, поэтому мы их сейчас здесь не видим. А вот эта продажа, это чистый Binance. По GetAurox, если смотреть, это на Binance. На Кракене было мало, там порядка 2, что ли, с половиной К, это было большое движение основное. Так что нету там сильных денег. Не думаю я так, что какие-то крупные фонды полезут на Bybit или еще на какие-то биржи третьего порядка, чтобы там закупаться. На Coinbase продажа тоже можно посмотреть. Посмотреть по Coinbase Pro, сколько там было. Вот, они почти там все стояли. 8,6 было куплено, 78 было продано. Ну, 10 тысяч разницы всего в битках. Но это Coinbase Pro. То есть вот здесь крупняк весь и разгрузился. Просто перешли битки из одного кармана в другой. Вот и все. И здесь это чистая купля-продажа. Ее видно в объеме. Чистый объем, вот он. При этом, если посмотреть, сколько до этого было слито, 49. Ой, 65. 65 К было слито. 50 выкуплено. Баланс 1 к 1. Даже наоборот. В продаже получается больше. 15 продано, 10 выкуплено. Так что баланс в сторону продаж. Это если его смотреть.
Вот это было движение, которое все проснулись и кричали: «Ура, у нас идет бешеный рост». Можно тоже его посмотреть, сколько был этот бешеный рост. Оказывается, 28 битков, 28 биткоинов. Это не К, а 28 биткоинов. 10 продано. Вот и все. Вот оно. Весь объем. Это не К. К у нас только на Binance. Вот здесь, да, действительно, здесь в тысячах. А на крупных этих биржах там малышки продавали. Вон они, видите, без К. Это не тысячи. И это чистый объем именно по Coinbase Pro. При этом можно отдельно посмотреть, сколько было в USDT продано и сколько в USD, в чистых долларах. Тоже там же также можно увидеть. Последнее вот это движение, вот оно. Давайте его посмотрим. 8К. Удивительно, что покупают в чистых долларах, а не в тезере. Это значит, что крупные игроки в тезере не сидят. Что-то Мгм. знают. Я сегодня где-то наткнулся, не помню где, на мнение волновика одного, я не особо люблю Эллиота, что сейчас идет только третья волна на дневном таймфрейме. Ну, возможно, третья волна на дневном таймфрейме, тогда могу сказать, что это привет, это точно слив. Можно смело заходить в шорт. Меня можно не слушать, я несу полнейшую чушь. Это я специально здесь работаю, как это называется, чтобы вы не заснули, чтобы вам было весело. Не, в целом, давайте так, если подводить итог, я не спорю о том, что ситуация на американском рынке не очень хороша, и что, конечно, придет момент, когда он будет выглядеть не очень хорошо, это будет наша медвежка. Об этом вообще, в принципе, спорить смысла нет, потому что это, ну, экономически обосновано. Математика наука достаточно точная. Я лишь думаю о Нет, том, что у нас не... нет, медвежка в экономике Америки, она не скажется в медвежке, в сильной медвежке на крипте. Крипта идет своим рынком, она идет своим движением. Возможно, тот На парадокс, о котором я сегодняшний говорю, день, возможно. Но в целом да, мы все парадокс равно, убитого дедушки, да. в целом, в основном, если мы говорим о том, что крипту сейчас формирует, пока еще все формирует так или иначе фондовый рынок за счет ETF, то, думаю, при большой истории, ну, говорить всех переложиться в крипту вместо золота на хеджах, ну, такая себе тема. Может быть, пройдет. Не знаю, я пока сомневаюсь. Что чисто возьмите биткоин ETF, вот держите сейчас, это вот вас спасет от того, что рушится там рынок. Ну, как бы такая себе история. Не знаю. Сложно, мне кажется, будет крупных игроков уговорить на эту историю. Именно вот в теме глобально, когда будет ощущаться уже медвежий рынок, когда медведь У придет. меня, у меня в моем закрытом чате шло обсуждение по поводу ура, напечатали 2 миллиарда или триллиона или триллиарда тезеров. Ура, ура. Я говорю, это не ура, ура, это проблема, проблема. Почему проблема? Потому что тезер на сегодняшний день для того, чтобы обеспечение вложить, он за свои доходы выкупает трейжерис, эти трейжерис перезакладывает в банк, получает банковскую гарантию, из банковской гарантии минтит, изготавливает вот эти USDT. У них есть срок дата хранения, date expire, который биржа, если не использовала это все, она возвращает тезеру, тезер их сжигает, потом для биржи опять печатает новые, если у них есть запрос. Биржа видит, как складываются стенки, они видят, как работают трейдеры, и они видят, в какой момент, где какое движение должно пройти, где будут выкупать, где будут наоборот продавать, где наоборот нужны тезеры, где не нужны тезеры. Движения эти все по рынку видно. Иногда люди спрашивают, а нафига вы постите вот эти все? Ну, тот, кто следит, то немножко разбирается, он понимает, что какие монеты в рынок заходят, какие выходят, в каком объеме, куда что делается, где сжигается, где наоборот печатается. Так вот, на сегодняшний день самую страшную новость вчера сказал один из представителей американской, вот этой, кто занимается стейблкоинами. Он сказал следующее это.
закон о стейблкоинах суперсрочно нужен. Прям вот он нужен. Я, помните, говорил, что ждать от того, что они биткоин примут, им нафиг не нужен этот биткоин. Он не сдался никаким образом не государству американскому. Им нужны доллары. И нужно то, что контролируется в оплатах. Оплаты в чем проходят? Оплаты проходят в стейблкоинах. Им, значит, соответственно, нужен договор, этот закон о стейблкоинах. И вот этот вот человечище с вот этой вот программы, кто занимается стейблкоинами, он сказал, за счет программы и правильного закона о стейблкоинах мы распределим весь вот этот трежерис. Представляете? Я даже найду специально этот пост, где он это говорит. И если они хотят, чтобы вот те компании, которые будут заниматься выпуском стейблкоинов, забирали трежерис и трежерис закладывали в криптовалюту, то в какой-то момент времени американскому государству будет очень выгодно обрушить рынок крипты, чтобы полностью закрыть вопрос о трежерис, вот этом государственном долге огромном. И меня очень пугает то, что они не сильно переживают за само движение вот этого госдолга. У них каждый день увеличивается сумма, которую они должны расходовать на обеспечение самого госдолга. Сам госдолг, ладно, бог с ним, он и так растет, но у них еще и проценты за использование и все прочее, а это социалка. И они не сильно парятся, но они очень сильно парятся за закон о стейблкоинах. При этом они не парятся, что у них битка не хватает у государства американского. Здесь надо очень сильно задуматься, что они готовят. И в какой момент времени надо будет с этого рынка не просто бежать, а бросать все и забывать, как страшный сон, и перекладываться в реальную экономику, если она останется. Ну, посмотрим. В целом она останется в любом случае, на мой Я взгляд. напугал Ничего не всех, денется. да, Все я здесь напугал. специально, Мы уже да, пугали это я один раз, собирались на в роли, да, я КК и клоуна всех сегодня пугали. обязательно. Да, Я кручу помню. колесо, Да. катаюсь на велосипеде на Да, моноколесе. всех напугали. Что вы Могу скажете? жонглировать горящими этими шпагами. Что вы Чего? скажете? Вот сегодня тема такая ролика. Я думал, что по этому вопросу кто-то из ребят в чате задаст вопросы, но, видимо, А аудитория все не очень. спят. Не А очень, все сегодня спят. спит. Думаю, четверг сонный день. Я тоже сейчас начну А засыпать. нам надо это кричать в микрофон. Да. Вы Во-первых, самая крутая аудитория. да, во-первых, Самая да, все лучшая. что-то просят Сонная. сделайте стрим, да, а потом все спят. Во-первых, А потом пролайкайте все спят. А, обязательно. кстати, тот, кто спросил, он в чате, он пишет, он даже не знает, что стрим идет. Ну, как он не знает, что стрим идет, если у нас мы везде вы у себя Он в чате, опубликовали в нет, он канале? там. Я везде, где только можно. Я даже вот на забор повесил у нас в дворе. 2 раза пытались Чё сорвать, тогда но они не я знают? Не не знаю, знаю, что еще надо написать. что еще написать. Картинку. Вот на первый взгляд, наверное, первый вопрос это касался, вот спрашивали про эфириум, может ли он скорректироваться на 1800, к вам лично вопрос, поэтому я на него отвечать не буду. Может, Может. запросто. Вот. И в каком временном промежутке это может быть пик, если мы говорим, что он Скоро. скорректируется, а потом пик. Скоро. Скоро. Тогда 2-3 альткоина, на ваш взгляд, интересных, и по какому принципу вы их отсматриваете? Потому что, Отсматриваю по названию. Чем красивее название, тем быстрее записываю в тетрадку. то есть, если какой-нибудь Додо вам больше нравится, да? Три альткоина. Что мы считаем альткоинами? Все, что не биткоин? Ну, наверное, да. Отлично. В таком случае эфир, первый альткоин, второй там. Что у нас там еще? Этот у нас... Суи Солана, наверное, да? Ну, кстати, вот Solana очень интересно. Я думаю, что Solana еще не все показала в этом цикле, что нужно. А вот господин Сусанин опять в очередной раз... Какой Сусанин? Где Сусанин? Какой А Сусанин? вот я, ник Сусанин, я его предупреждал в прошлый раз, что мы его блокирнем, если А он чё? начнет опять, ну, он как всегда, он во всех чатах меняет свои ники, думает, что мы не знаем, кто он такой, мы Если знаем МС все его найдет ники. Винчестер, что такое Винчестер? Это жесткий диск, он имеет в виду в старом Жесткий названии? диск, да, в старом названии Так, HDD. HDD Винчестер. с 5000 оборотов и 7200 Как он оборотов. поступит? Да. Как он поступит? Он заблокирует ник Сусанина везде. Поедет в Питер в Приложу в все усилия Егермастер и позовет их меня. заблокировать все аккаунты. Да, и Да. егермейстер шлепну потом на радостях.
Понятно. И Ну, вот забуду. Сол, кстати, вот из-за того, Солана что да, хорошая, мне, интересная. мне нравится Солана, и в последнее время я смотрю, многие обращают внимание на Суи. Не На знаю, не что? читал, что за ней стоит Суи. Суи. Ну, пусть они... Суи еще не показала то, что она должна показать. Скоро, возможно, она что-то там Ну, себя тоже нарисует. интересная, да? Мне интересует Авакс Avalanche. Меня Аваланч. интересует Фил. Очень сильно интересует Фил. Прям сильно интересует. И еще скажу... Ну, Зи, как обычно. Без Зи я жить не могу. Вот обязательно хотел сказать про Зил. Зилика. Много, он, конечно, там не покажет, но свои там 5-10 иксов я заберу с ней от низу. Мгм. И, по-моему, еще один из альтов, который я помню, вам очень нравился. Как он называется-то? Мне ничего не нравилось. Кто? Не, ну один был неплохой. Не помню, Неплохой. как его зовут. Биткоин. Не, биткоин это мне нравится. Биткоин это только биткоин. Как он? Сейчас Avalanche, а тогда он был... H-Bar. Хидера себя еще проявит? О, Хидер еще себе не проявила даже. Она даже не начала еще стрелять, на самом деле, даже и в прошлом А сезоне. вот я смотрю на Если ее посмотреть, график. да. Да, я сейчас смотрю на ее А график. давайте я тоже посмотрю ее график. Я Открывайте ее тоже могу, график. я тоже умею смотреть ее график, Да, она да. сейчас прям рвется через зону справедливой цены на моих индикаторах. И это очень позитивный знак. Это значит, что у нее сейчас в этом же забеге может быть потенциал ухода Вот. 0,23. Это то, что мне видно. Вот Так, что это прям я очень график хорошо. Она вставил? сетку кривых удержала. У нее, кстати, блин, я быстро покажу, что ли? Или вы открыли ее уже? Ну вот я ее открыл, показываю. Да, у нее вот, начиная с 7 апреля раз движение до 10, потом вниз, потом дальше следующее движение у нее 25 апреля, вниз удерживает лой, еще раз делает перехай на 12 мая, сейчас удерживает лой на сетке кривых 19 мая. И вторая свечка сейчас идет Heikenashe, не сильная такая себе, но ее удерживает зона справедливой цены. Она у нее находится на отметке 0,20. Ее Ну прорыв, вот она, она корректировалась до 0,5. Сейчас на да, данный момент она показывает разворотный паттерн. Можно его даже посмотреть, попробовать. очень хорошо Разворотный выглядит, кстати. паттерн у нее есть. Да, раз, два, три, уже отрисовала. Сейчас я попробую людям показать, что я имею в виду. Но он уже был, да? Да, Если по вот Вайкофу говорить, он, раз, два, да, три, он уже был, все. да, он У нее уже сейчас, был, у да. нее поход 0,23. А у вас, кстати, на 0,23 фиба стоит, а у меня не фиба. Если смотреть, вот он низ, у нее был М. раз, два, раз, два, раз, два, два, третий. Ага, вот он. Так, рисую. А, Да что ж такое-то у меня сегодня? Кривенько, конечно, но что ж делать? На сегодняшний день она отрисовала все, что как положено. Следующее движение, скорее всего, будет вот такое, и дальше оно уйдет. Вот. 0,23, а верхняя у вас нарисована на отметке 0,27, 0,26, да? Меня спрашивали, по какой цене я продам. Я купил 0,009, когда была цена его. Это на самом, только вот самом-самом дне давным-давным-давно. Продавать я ее буду по $2,8. То, что было куплено. По этой цене я буду продавать. Никогда не говорил цену. Вот на Хабаре сказал. Вот сюда цена придет, продам. Ну, отличная инвестиционная стратегия, по крайней мере, понятная. Нет, Где это моя цель, это лично моя цель. купил, поставил цель, продал, понятно. И все, она у меня лежит на кошельке, который называется хэшпак. Вот она там в хэшпаке лежит. Так, Марина Топунова просит еще раз все-таки примерно срок по эфиру Срок пика.
Да, это так очень сложно сказать. Ну, я не понимаю, как срок по эфиру, пик эфира, ну, господи, палкой в небо. Это сейчас надо Таро, что ли, И такой же бросить? палкой вниз, да. Да, я так не Э, умею. Это, я не знаю, вы умеете? Пик по эфиру. Нет, Ну, так невозможно сделать. Это, ну, я даже не знаю как, но я попробую, конечно, сказать, когда будет пик по эфиру. Пик по эфиру будет тогда, когда будут продавать биткоин много. Много будут продавать на паник сейле. Вот когда мы увидим очередной слив, и все скажут, нас обманули, мы летим вниз. Сейчас все говорят, мы летим на шортистах. А вот потом, когда услышите во всех чатах и на всех YouTube приемниках будут говорить, мы летим на лонгистах, вот тогда примерно полетит эфир а, в разные стороны, скорее всего. мгм. Вот. То есть у вас Хидера сейчас, наверное, тоже, да, показывает где-то 0,23, следующая граница 0,26, 0,27. Хочу показать, как это у меня выглядит. У вас это видно по этим, по сетке? Ну, Да, 0,23, неплохо. Она дошла 0,27. до 0,5. Она дошла до 0,5. Очень хорошо, кстати, дошла. Вот эти три движения. Первое движение, второе движение, третье движение. Все три движения были выполнены. Как их увидеть? Сейчас. Надо просто растянуть и сделать, например, четырехчасовой. И тут будет больше заметно. Все эти три движения. Как они были сформированы. Вот они были сформированы, все три движения. Уберем эту ненужность. Попробуем увидеть первое движение. Первое движение. Вот оно. О, да что ж такое-то, зараза. Вот. А теперь смотрим. Первое движение, вот оно было сформировано. Вот оно, второе движение, 2,618. И третье движение, 4,618. Все полностью выполнено. Ну, чтобы точно знали, что 4,618 там, ну, давайте где 4,618. Пусть будет белое. Вот, видите, вот оно. Прям пик в пик пришелся. Четырехкратное золотое сечение. Ну, прям вообще. При этом, после всего, что произошло, после всего этого, что произошло, скорректировался весь рынок всего движения по Хидере до 0,5. А это говорит о том, что рынок силен, и монете падать не дают. На 4 часах. Да, ей падать не дают. Ну, Видно, просто на 4 согласен. часах видно движение больше лучше. Иногда приходится смотреть и меньше таймфрейм, чтобы увидеть все эти движения, потому что крупный игрок, вот это вот движение, это говорит о сильном тренде. Вот это движение, это сильный тренд, очень сильный. Но тогда, видите, x5 он сделал это сюда, а здесь он получается x10. То есть Хидера в своем рынке сделал x10. Что говорят в таком случае трейдеры? 50% надо сразу продать монет, которые у вас есть. Вот 50% монет, кто здесь продал, вот здесь могут купить, и на сегодняшний день он в плюсе бы уже был на 1,25 всего портфеля. Или на один портфель плюс 25% сверху. Вот что можно было здесь делать, если бы он сейчас здесь купил? Цена, если сюда вернется, человек заработает 2,5 икса. Многие не делают этой продажи, люди не продают. Вот когда они видят 10 иксов, они говорят, я продам за 1 000 000 иксов. Вот как я, дуралей, продам за 2,8. Вот мне цель такая, я ее поставил. Я просто знаю, что она туда придет. Она и на $10 придет, но продам я ее за 2,8. То же самое по Ну, это ЗИ. цели, это нормальная Да, история, это цель просто. Ну вот у как по меня, ЗИ мне говорят, почем будет ЗИ? Я говорю, я продам ее, ну, ЗИ, когда вырастет, по $3. По $3 я ее продам. Вот моя цель, дурацкая, да. А что мне делать? Я утром встаю, ногой задеваю там за диван, пальцем, мизинцем, я воплю, но и в этот момент я беру, открываю дневник трейдера,
Все говорят: пользуешься дневником трейдера? Я же всем давал дневник трейдера. Никто им не пользуется, потому что люди у нас, как это называется, А, послушал и забыл. Сейчас у меня загружается дневник трейдера. А я сейчас экран перехватил у вас. Я просто Зачем вы покажу. А я перехватили на экран? секундочку перехватил, хотел вам хедеру показать. Ай-яй-яй. Смотрите. Вот у вас они все построено по этим. Ну, фиба, я сюда даже фиба не бросаю, просто смотрю. Вот как хедера сейчас выглядит. У нее 0.23, как вы сказали, 0.27, как вы сказали, и сейчас пытается пройти 0.20, как вы сказали. При этом RSI, Stochastic и MACD все говорят о том, что попытка будет. И все кривые внизу. Поэтому, кстати, был вот на сетке MyRibbon хороший момент для покупки. Все, возвращаю обратно. Что вы там Мне хотели не надо показать? все, я больше Все? ничего не хочу. Все, да. Вы Обсидианом все. пользуюсь, дневник трейдера у меня есть, я туда свои цели Обсидиан мы заношу. показывали, дневник трейдера Много показывали. раз, да. Он Да. есть. Вопросы какие-то были, покажите эфир, да? Что там был за вопрос? Эфир, как можно показать Эфир мы то, уже чего нет. показали, да. Еще что-то спрашивали. Тел. Телкоин Спрашивали великолепная монетка, она еще Телкоин. себя покажет, потому что первое, Телкоин заключила с там американской ассоциацией, я не помню там, как она называется, они заключили с ними договор на токенизацию, это раз, плюс на выпуск собственного стейблкоина в Америке. Опять же, ну всем же интересно стейблкоины, вот они там их выпускают. И Tel очень хорошо начал работать с этими, как их называется, с есимами. Я его отключил, что ли? Что я сделал? Я его вырубил наоборот. У вас две мишки, Все. две мышки у вас. Почему Почему? 2? Не знаю, но почему-то в Ютубе две мышки показывают. Потому что я стримлю через этот. Ах, это большая проблема. Сейчас я, наверное, пытаюсь ее убрать через Zoom. Если я Zoom сейчас сверну, наверное, мышки не будет. Сейчас посмотрю. Если я сделаю вот так. Здесь мой экран будет видно. Одна мышка теперь. Две, Опять 2. да. Странно. Ничего не делайте, вдруг будет три, я вообще потеряюсь. Вот Телкоин. Сергей Зен спрашивает про выбор торговли низколиквидными монетами. Спрашивал уже об этом, да. Да, я обещал рассказать это, но я это обещал рассказать в рамках психологии торговли, плюс как торговать вообще на бирже с небольшим объемом денег на таких монетах. Ну и классических и Борзил, и Тезис. Замечательная, кстати, монета. Тезис. Ой, я раньше с удовольствием торговал этой монетой, но потом перестал вообще альтами торговать, и поэтому тезиса тоже нет. Ну, Тезис очень хорошо сейчас эксплуатирует банк Париба, или как он там? Париба – это французский банк. Да, и Société Générale. Ну, они там у себя в Бенилюксе, они на этой теме сделали SWIFT с использованием мне в любом случае, да, И может быть он И классный, Link. хороший, но то, что Лаи провалил, мне все эти монеты как бы стали Все немножко монеты неинтересны. провалили Не все, Лаи, не потому все. все до единой Нет. монеты провалили. Все, Вот биткоин не Solana, провалил. вот Solana нет. Solana Вот. была 280, уступала на 90. На 8. Как она не продала? Сол? Подождите, вот она. Я говорю, от начала ее листинга. Последний, посмотрите, Да последний не-не-не, пик. причем Не, остановить. Все, остановить. У нас уже была медвежка по Солане. Вот здесь? Прошлый пик не смотрим. Почему? Максимальный пик сейчас, посмотрите. Я сказал, 280 что... он был. Смотрите, я сказал монеты, которые провалили свои лои, просто не успел договорить. От листинга. Вот все, что ушли в таком виде, в котором мы сейчас смотрели тезис, эти монеты всегда, все время вызывали у меня излишнюю, негативную реакцию. Причем того, что я вообще было не 4 торгую. года назад, 5 Неважно. лет назад, 10 лет назад. Это личное восприятие. Нет, мы уже не рассматриваем по той причине, что это был другой рынок, другие деньги. Конечно.
Согласен. Тогда не было институционалов, которые могли в открытую влазить в рынок и забирать себе монеты. Тогда не было такого, что можно было эти монеты просто-напросто набрать, а они у тебя каждый день будут таять. Посмотрите, тот же самый Solana от последнего пика. Сколько она от пика упала до сегодняшнего нижней границы. На это. Я думаю, что сколько там, от 280 до Смотрите, 90. вот в это время меня вообще не было на крипторынке. И здесь было много монет, которых вообще нет. Я понимаю, Да. что мы сейчас видим монеты, которые, да, пробили свои лои после своих циклов накоплений, после своих максимальных лоев с момента листинга рынок был другой, интерес к проекту был другой и так далее, не спорю. Но мне больше нравятся вот эти монеты, которые этого не сделали. Лайткоин. А, И такие монеты есть. Александр спрашивает мнение по эфиру классику. Стоит ли перелить большой объем эфира классика во что-то другое? А, Вообще раньше мне он очень Давайте, нравился. Ну вот он, да. И вот эфир классик тоже тому же пример. а, Держит свои лои, держит. можно, давайте я отвечу, Давайте я вам чтобы тогда потом. экран отдам, чтобы вы А у могли вас экран показать. завис, вы показываете Чего? мне в этом, как его называют, А в в зуме? зуме, а на общий экран вы это не показываете, не выдаете. Ребята пишут, да? Все Или... говорят, все Ох, говорят. отлично. Все. Это все с вашей второй мышкой, я потому что закрыл, видимо. А А это, сейчас? а это А потому, сейчас что две вы, мышки. а это потому, что вас кто-то научил неправильно пользоваться OBS-кой. Я вообще ей не умел пользоваться, я учился полгода ей пользоваться. Экран завис. Ребят, сори. Я свернул просто конференцию Зума, и все, как только ее сворачиваешь, она почему-то тормозит. Сейчас должна быть видно. Я открыл Да. эфир, вам классик, вам отдать экран, давайте я отдам, и все. Мне не надо ничего, не отдавайте, мне не нужен ваш Не экран, отдам, не нужен, хорошо, все. не буду его брать, потому что, в принципе, мы уже 95 минут в эфире, у меня уже это YouTube, этот, как он называется, YouTube Вестник уже устал, он без Да, меня костей, сейчас уборщица из офиса выгонят. тем Давайте. более, да. Да, да, да. Давайте закончим с классиком. Эфир Давайте. классик, эфир классик, это монета рудимент, я ее так считаю. Если все сообщество вдруг неожиданно приняло решение, что они переходят на эфириум, то они все остались на эфириуме, и они туда все ушли. Маленькая часть энтузиастов сидит каждый день, энтузиазирует на эфир классик. А, Вот она как болтается там в своем коридоре ценовом, там она и болтается. Я не знаю, может быть, у вас это вы ее купили давным-давно в большом объеме, или вы хотите вообще из нее там куда-то чего-то выйти. Я не знаю, я совет такие вам дать не могу. У вас должен быть дневник трейдера, куда вы должны были занести. Я покупаю эфир классик, потому что первое, очень красивое название до дрожи. Второе. Я покупаю эфир классик на все свои деньги, продаю даже два зуб золотых и обязательно, плюс машину, дачу и сдаю в аренду ребенка, который будет бегать по подъездам, разносить рекламные проспекты. Но я куплю эфир классик на все деньги. У вас должна быть причина для этого, чтобы большие деньги вкладывать в монету, которая, которая стала вдруг неожиданно рудиментом. Ну, ушел же эфир в другое направление. Это вот то же самое, что вот, например, ну, какие у нас там монеты рудимент, куча их, этих монет рудиментов, которые заканчивают плачевно. Самый последний прикол рудиментный, это этот, сейчас я вам скажу, всем известная монета, сейчас у многих будет икота, кон. Конпэй. Она тоже была совершенно другой. Она теперь потом стала джетом, потом она вообще пропала, и руководство пропало, и разработчики исчезли. Вот примерно так закончится. Ну, с эфиром классиком вряд ли, потому что там еще этот жив, как он называется-то, Виталик. Виталик. Все смотрят на него, на Виталика, и думают, зачем ему эфир классик. А он его держит. Поэтому он еще не закончил свое движение. И все им торгуют. Это лично мое мнение. Меня можно вообще совершенно не слушать, и мое мнение вообще не воспринимать ни в каком виде и считать, что я это.
Фил не смотрели, и смотреть мы Фил не будем, потому что боимся сглазить. И перед стримом мы говорили, что хорошая монета смотреть не будем, чтобы не сглазить. И все. Все. Да, до свидания. Ребят, давайте, наверное, на сегодня все. Действительно, достаточно много времени. Всем большое спасибо, что приняли во всем этом участие. Вот, Кстати, хочу народ вас... участие-то не принимал. Не принимал? Нет. Один только написал, что я не сплю. Алла Руть Один написала, написал, я что не не сплю. спит. Да, я не сплю. Ну, Сразу. уже Остальные даже хорошо. не ответили. Уже хорошо, да. Ребят, спасибо большое. Вот, в любом случае, пожалуйста, поставьте лайки этой трансляции после того, как она завершится, чтобы был хоть какой-то позитивный для нас эффект от проведенного времени вместе с вами. Заранее благодарим за это и за комментарии. Если у вас получится это сделать, буду вам очень благодарен. Если вы первый раз на канале не подписаны на Telegram, подпишитесь. У нас есть Telegram канал и Telegram-чат. Можете нас найти в чате всегда. И также подпишитесь на все ссылочки, которые есть гости на МС. Если у вас еще их нету, то они будут обязательно в описании. И после того, как видео сохранится, я добавлю их в первое закрепленное сообщение. Там есть Бастион, там есть новостной канал МС. Вот. Всем спасибо, всем хорошей недели. Спасибо, МС, вам за то, что были с Да, нами. спасибо большое, что вы Да, пригласили. Умные вещи у меня идут в новостном канале спасибо и большое. на Бусти. На Бусти у меня там даже какое-то обучение идет. Ну, как идет? Я показываю то, что действительно нужно хотя бы начинающим. Нужно знать. И я их туда, эти вещи делаю на Бусти. Потом телеграм-канал, там у меня идут просто новости. Этот, как он называется, Бастион. Что-то последнее время я в нем разочаровался, потому что то картинки не прикрепляются, то блокчейн не обновился, то ссылки не печатаются, то картинка кривая, то сообщение ушло, а тебе начинают, значит, уже это писать, что сообщения нету. В общем, я стал в нем разочаровываться. Ну, вот у меня сегодня по просьбе ребят, они все просили, ну, некоторые просили, чтобы дублировали на Рутюбе. На самом деле, настоящее мучение. Полдня не мог прикрепить туда просто фотографию. Они писали, что у нас там сбои. Но вот есть команды, которые достаточно криво работают, и платформы. С ними достаточно сложно. Я, наверное, от Рутюба тоже Да, буду отходить, потому что это мучение все правильно. настраивать, Потому что люди дублировать. не знают. Люди не знают, что оказывается Рутюб интерфейс на русском языке, а внутренности на казахском. А мы не знаем казахского, поэтому мы не можем нормально с ним Да. работать и решили отказаться. Ну что, ребят, спасибо. Будем закругляться. И спасибо еще раз. Всем пока, до новых встреч и хороших До выходных. свидания. Спасибо, пока.